Смотрите, позади меня Великий Дунай, вновь Великий Дунай, а нахожусь я рядом с городом Нови Сад, в городке Петроворадин. Почему именно здесь? Потому что здесь находится крепость Петроворадин. Чем эта крепость привлекает туристов? Тем, что она входит в список самых хорошо сохранившихся крепостей 18 века. Была построена в 18 веке. Для чего была построена? Для того, чтобы защитить город Нови Сад от османов, от турков. Крепость большая, место такое очень высокое, прямо-таки на берегу Дуная, красивое. Давайте осмотрим. По размерам эту старинную крепость относят к самым крупным фортификационным сооружениям Европы. И была она возведена в конце 17 века, начале 18 века для защиты от турок и носила неофициальное название Гибралтара на Дунае. Название Петроворадин полиязычно. Оно происходит от греческого «петра» – скала, венгерского «вар» – город и турецкого «дин» – место сражения. К окончанию строительства в форте существовала развитая система подземных переходов, между прочим, протяженностью в 16 километров. При этом длина крепостных стен превышала 5 километров, а сама крепость занимала больше 100 гектар. Очень большая. Внутренние помещения были настолько мощными и толстостенными, что сами Габсбурги использовали их в качестве хранилища золота и драгоценностей. Тоби, как тебе Петроворадин? Как тебе Петроворадин? Дай что-нибудь поесть. Все остальное меня не интересует. Прекрасные создания. Но вид, конечно, еще более прекрасный. Вообще композиция, все вместе, да, вот эта вот крепость, она огромная. За все время строительства на территории 112 гектар была проложена 4-уровневая система подземных тоннелей и коридоров с колодцами. Сложно сказать, что это такое за изваяние, что это за монумент, но напоминает оленьи рожки. Вот по эту сторону открывается вид на город, мост через Дунай. На самом деле очень красивое место. Я бы сказала, у этой крепости прям-таки ключевая позиция. Последний раз в военных целях Петроворадинская крепость использовалась в 1848-1849 годах во время революционных волнений. И в 1914 году в одном из помещений бастиона содержался, между прочим, будущий президент Югославии Иосип Броз Тито, которого обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Сегодня бастион полностью демилитаризирован. Здесь проводятся музыкальные фестивали, в том числе знаменитый на всю Юго-Восточную Европу «Экзит». Мы сейчас подходим ближе к башне часовой. Интересная история связана с этой башней. Но прежде давайте посмотрим на Дунай. Какой вид открывается сверху. Городочек, улицы. Как будто домики, да? Как будто игрушечные. Черепичные крыши. Вот она, часовая башня. Пойдемте ближе. Магнитики, сувениры. Все ручной работы. Вот смотрите. Вот она, часовая башня. И вот она в натуре своей. Слушайте, расскажу историю, чем она интересна. Во-первых, она была построена немцами, немецкая постройка.
Вот, и здесь часовая стрелка, она длиннее, чем минутная стрелка. Вот, так, чтобы всем жителям, да, вокруг, да, с реки, с Дуная, да, с города было видно, сколько конкретно времени сейчас. Еще интересно, что стрелки выполнены из такого металла, что когда холодно, металл, соответственно, становится, сжимается, да, когда жарко, расширяется. И это отражается на течении времени. То есть время, когда холодно, немножко замедляется, а когда жарко, ускоряется. Но разница буквально минуты. Башня написана 1857 года, и обновление было в 1941 году. Вот какая красота. Сколько здесь замочков. Очень много. Еще один мост через Дунай вижу. Красиво. Вот смотрите, внизу, да, все это крепостные сооружения, стены. Все это части данной крепости. Сегодня Петроворадин – это один из районов города Нови Сад. Какой-то секретный ход, вернее выход с верхней части в нижнюю. Что там внутри? Давайте заглянем. Почти ничего. Туннели. Вижу свет в конце туннеля. Так. Вообще, я бы сказала, что это лучшая крепость из мной увиденных здесь. Очень красиво. И действительно сохранилось многое. Какой чудесный выход, смотрите. Крыши домиков. Тоби, что ты нашел? Дорожки уходят вверх, вниз. Хорошо бы иметь карту этой крепости, чтобы ориентироваться, куда идти. Ну, я смотрю, местные люди приходят сюда на отдых, провести время, погулять. Семьи, молодежь, все. Тоби, не ходи туда. Ну и, конечно, я не могу не показать вам улицы этого городка. Смотрите, какие милые. В светлых тонах одинаковые домики, черепичные крыши. Все под реставрацией, за всем ухаживают. Молодцы! Нови Сад – второй по величине город Сербии. Расположен на севере страны, на берегу реки Дунай. Его основали православные сербы в 1694 году. И уже в 18-19 веках он стал культурной столицей и важным торговым и производственным центром, за что получил прозвище «Сербские Афины». Во время революции в 1848-49 годах и после бомбардировки в Косово в 1999 году город сильно пострадал, но каждый раз его восстанавливали. Практически вся застройка центральной части Нови Сада относится к концу 19-го, началу 20 веков. Более ранние строения не сохранились, к сожалению, так как город был практически полностью разрушен во время революции 1848 года. Туристическая инфраструктура в Нови Саде действительно хорошо развита, поэтому вы найдете здесь и кафе, и рестораны, предлагающие блюда как местной, так и европейской кухни. Кстати, не забудьте попробовать плесковицу и дунью.
А еще в Нови Саде, как и везде в Сербии, множество кофеен, пекарен и кондитерских. Очень уж любят сербы кофе и сладости, что осталось в наследство им от турков Осман. Можно без преувеличения сказать, что площадь Свободы – это истинное сердце города, без которого невозможно представить ни сегодняшний, ни стародавний Нови Сад. Но вот начать прогулку по городу рекомендую с главной площади – площади Свободы, которая под разными названиями фигурировала в истории города с самого его основания. Первое, что привлекает внимание, это стройный силуэт кафедрального Римско-католического собора Святой Марии и его устремленный в небеса шпиль, который облицован разноцветной черепицей. Уже хотя бы потому, что на главной площади города с преимущественно православным населением стоит католическая церковь, говорит о необычной судьбе Нови Сада, в котором многие века соседствовали люди разных конфессий. Церковь построена в конце XIX века в неоготическом стиле, как вы видите. Высота башни достигает 76 метров.